Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 19 апреля. Друзья, именно в этот день обратитесь к Николаю Чудотворцу о защите и о своем благополучии. Почему именно в этот день, а также какие народные приметы, народный календарь нас ожидает в этот день, друзья, далее все более подробно в этом видео. Итак, 19 апреля православные верующие почитают память святого Евтихия. В народе этот день больше известен под названием как Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. Святой был рожден в Малой Азии в Фригийской области. В честь двух святых, архиепископа Константинопольского Евтихия, который жил в VI веке, и Еремия, погибшего за веру в III веке, получил свое название и народный праздник. Обычно в этот день начинали зацветать яблони. За деревом нужно было ухаживать, обязательно покрасить ствол, чтобы насекомые не навредили, подпереть ветки, на которых в будущем будет урожай, а также перед всем поклониться дереву за будущие фрукты. Не забывайте в этот день обращаться к природе, ведь она может о многом вам рассказать. Так будет хороший урожай яровых, если сегодня солнечный и безветренный день. Летом будет засуха, если вы заметили большое скопление прилетевших уток, которые гнездятся у воды. К теплой весне стаями летят перелетные птицы. Сухую погоду до конца месяца предвещает утром туман. Родит хороший урожай зерновых, если ветра в сегодняшний день не будет. Сегодня, перед тем, как выбрать наряд на работу утром, помните, что нужно избежать в своем наряде черного, зеленого и синего цветов. В этот день они не приносят удачу. Если настроение более к приглушенным оттенкам, то вы можете использовать серый, коричневый или бордовый цвета. Если ваше настроение более праздничное, романтическое, то разбавьте свой внешний вид яркими красками. Вы сразу почувствуете неимоверный заряд энергии. Можно добавить каблук, и мужское внимание тогда вам обеспечено. Только не переборщите с декольте, а то вашей второй половинке придется отбиваться от поклонников. Настроение у всех будет сегодня творить, получать внимание и чувствовать себя человеком. Можно сегодня купить себе цветы и, например, по дороге на работу, и пусть они радуют вас в течение целого дня. Не стоит сегодняшний день проводить лежа в постели. Самое время, наоборот, активничать. Также сегодня допустимы физические нагрузки, особенно на свежем воздухе. Это может быть обычная пробежка, а если хочется вам силовых тренировок, то можно использовать и спортивный инвентарь. Резинки, скакалка, коврик для йоги. Все это позволит вам сделать полноценную нагрузку на все группы мышц. Если тренироваться сегодня желания нет, то можно устроить длинную прогулку. Обойтись, например, сегодня без общественного транспорта или такси и пройтись домой после работы. Если понравится и путь не будет долгим, то такую идею можно и продолжить. Погода с каждым днем все больше будет располагать к этому. А чтобы прогулка имела два полезных действия, добавьте к прогулке еще, например, аудиокнигу с какой-то темой, которая вам близка или вы наоборот хотите узнать. Это могут быть новые знания в сфере технологий, общения социума или узнать о том, как, например, общаться с ребенком. Вырабатывайте новую привычку, используйте свое время обязательно на полную. Получайте новые навыки и знания, они помогут дальше вам в развитии. Вы сможете достигать новых вершин, в результате вы будете получать и удовольствие, и как итог жизнь заиграет новыми красками. Вы будете порхать как бабочка, а не думать о том, как похож день на предыдущий, как все плохо, что у вас ничего не получается и так далее. Все зависти только от вас и вашего подхода к этим вещам и идеям. Просто нужно взять себя в руки. На работе сегодня не стоит начинать новые проекты или рассказывать оригинальные идеи. Все вокруг будут реагировать, к сожалению, неоднозначно.
Сейчас вам нужно найти единомышленников в своем направлении и поделиться в будущем этими идеями. Вместе вы сможете создать хороший проект, который в будущем выстрелит и хорошо будет профинансирован, даже, возможно, зарубежными компаниями. Не сомневайтесь в своих возможностях и, пожалуйста, не работайте сегодня в одиночку. Сейчас время коллективной работы. Нужно обменяться знаниями и опытом. Новые рабочие знакомства тоже не будут лишними, а рабочая поездка вообще вам откроет глаза на многие вопросы, которые когда-то казались, к сожалению, невыполнимыми. Не вздумайте сегодня зацикливаться только на деньгах. Отношение к человеку выше всего этого. Помните одну простую вещь, что это бумажки, которых может не стать в любой момент, а человек может остаться. Главное, как вы к ним относитесь все время, что он испытывает рядом с вами. За эти бумажки можно купить многое, но искренние чувства, горящие глаза точно нет. Так что не превращайте свою историю в зависимость. Радуйте людей вокруг себя, не забывайте про чувство совести. А для того, чтобы избавиться от них, нужно обратиться к прошлому. Не стоит себя вести так же, как раньше. Зажигательная смесь из страсти и нежности ждет вас вечером. Окутайте друг друга любовью и нежностью. Добавьте искры в ваши отношения. Никаких преград на пути не будет. Все волнения отбросьте. Вечер сегодня станет шикарно беззаботным, и вы можете, например, потратиться на какие-то развлечения и приятный отдых, особенно в компании с возлюбленными и самыми душевными друзьями. Сегодня ваше настроение подскажет вам, о чем нужно признаться второй половинке, что подарить, о чем стоит написать стих. Сны, которые вы увидите в эту ночь, могут быть резкими, к сожалению, неприятными и местами ужасными. Но пугаться их не стоит. Это все для того, чтобы вы смогли рассмотреть собственные проблемы своего характера. Также постарайтесь запомнить важные моменты и исправить уже все в реальной жизни. Тогда и ужасы перестанут сниться. Все хорошие или позитивные сны, увиденные в эту ночь, обязательно сбудутся. А вот День ангела отмечают сегодня Григорий, Иван, Павел, Петр, Севастьян и Яков. И, друзья, в этот день прекрасно молиться Евтихию, у которого можно попросить здоровья для родных и близких. Считается, что этот святой избавляет от болезней и поможет защититься от них. Но сегодня ни в коем случае не открывайте дверь незнакомцам, потому что, согласно народным приметам, так вы можете впустить болезнь в свой дом. Также в этот день, в день Евтихия, запрещалось гнуть березовые и яблоневые ветки. Если сломаете веточку, то можете оказаться в ситуации, когда придется идти против своей воли или действовать не по совести. Зато можно было собирать березовые сережки и делать из них противопростудный отвар. Пироги 19 апреля печь нельзя. Исключение с начинкой из яблок или гороха. Яблоки по народным поверьям придают в этот день силу и уверенность в себе, а горох помогает женщинам забеременеть. Другие начинки, к сожалению, сегодня крадут хорошую энергию, поэтому поевшие таких пирогов люди почувствуют слабость и безразличие ко всему. Также в этот день, в день Евтихия, беременным запрещалось распускать волосы. Считалось, что иначе роды будут тяжелыми и идти долго. А вот незамужним девушкам нельзя сегодня было рвать цветы, иначе они не смогут создать семью и не смогут иметь деток. И именно сегодня, в этот день, 19 апреля, обязательно обратитесь с молитвой к святому Николаю Чудотворцу о защите и о своем благополучии. Поэтому обязательно скажите эту молитву. «Отче Николая, молю тебя по морю плавающих управитель, алчущих кормитель, всем помощник и покровитель, о мирном и светлом пути жития. Непрестанно воспеваю единого в Троице, Бога во веки вечные. Аминь». Обязательно скажите эти молитву, и Святой Николай обязательно вам поможет, возможно, в ваших бедах и проблемах. Главное, чтобы вы были искренни и говорили это от чистого сердца. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 19 апреля 2022 года.
По лунному календарю нас с вами ожидает 18 и 19 лунные дни. Убывающая луна в знаке зодиака Стрелец. Обращаем внимание, что все происходящее сегодня с вами и вокруг вас является в некотором смысле зеркалом вашего внутреннего состояния, вашей души. События, люди и мнения отражают вас самих. Также сегодняшний день благоприятен прежде всего тем, что предоставляет человеку шанс поработать над собой и исправить те искажения, которые были до сей поры в вашей душе. Однако, это же влечет за собой трудности этого дня. Придется приложить немало усилий, чтобы разобраться в себе и предать самой жестокой критике себя любимого. Поэтому, если вы захотите отсидеться по-тихому где-нибудь в уголочке и ничего не предпринимать, ваша пассивность выйдет вам вскоре боком. Это чревато тем, что вы можете попасть под чье-то влияние и превратитесь в обычную марионетку. Вам будет казаться, что вас все уважают, что вы выше их всех, но это окажется лишь самообманом и призрачной иллюзией. Когда придет время что-то решать, вас просто не станут слушать. Сдержанность и благоразумие сегодня – это вот то оптимальное состояние, которое желательно поддерживать в этот день. Сохраняйте трезвость ума и объективно оценивайте себя и окружающих вас людей. Что же касательно стрижки, то определенно не стоит начинать ничего нового, а лучше вообще сегодня постарайтесь расквитаться со старыми делами, а особенно с долгами. В этот день лучше держать деньги ближе к себе, иначе вы рискуете их потерять и не тратьте их на себя. Также постарайтесь отказаться от процедур и услуг парикмахера. Результаты все равно вас не обрадуют. Ваша карма не обрадуется потере даже небольшой длины волос и может сыграть с вами злую шутку. Массаж головы или косметические процедуры не будут вредны или полезны. Вы можете сделать их просто так для собственного удовольствия. Проведите вечер в окружении друзей или семьи. Окраска волос натуральными красителями привлечет к вам удачу и увеличит шансы на успех. Сделайте прическу сегодня с челкой, которая привлечет энергию ветра. Все, что сегодня с вами произойдет, обращаем ваше внимание, это зеркальное отражение того, что случится в самом ближайшем будущем. Также сегодняшний день требует рассудительности и здравомыслия, осторожности и осмотрительности. Этот день не подходит для работы с запахами, поэтому неблагоприятно вдыхать ароматы, выбирать духи, пользоваться духами и даже дезодорантами. Вот такой, друзья, у нас с вами сегодня был день 19 апреля 2022 года. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте, смотрите, там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации.